Привет! Добро пожаловать на очередной влог для тех, кто изучает русский язык. С вами Макс, и сегодня я вам хочу, друзья, показать центр Еревана. Центр города Еревана, столицы Армении. Давайте начинать. Вот это дом, где я сейчас живу. И мы сейчас с вами идем в сторону центра. Мы фактически в центре. Всего 400 метров здесь до центральной пешеходной улицы, куда мы сейчас и идем. Но сначала нужно пройти по дворам. И на самом деле дворы в Армении — это большая печаль, потому что буквально недавно мы ехали с таксистом, и он мне сказал, что мне грустно смотреть на наши дворы, потому что здесь одни гаражи и какой-то самострой. Самострой, то есть люди сами построили какие-то здания и их используют. И действительно, если вы посмотрите на этот двор, то здесь очень много гаражей и мало места для того, чтобы ходить и гулять детям. Здесь везде машины. Так. Ходить не очень удобно. Вот. Везде парковки и гаражи. Я начал это замечать только после того, как таксист мне об этом сказал. И действительно, мы с Юлей живем здесь уже почти 2 недели, и мы видели только одну нормальную детскую площадку. Есть вот такие вот детские площадки, но, честно говоря, они не очень привлекательные, как мне кажется. Вот. Поэтому да, еще большое количество проводов. Не знаю, с чем это связано точно, но вот посмотрите, провода везде тянутся такой огромной бородой. Но ладно, мы идем сейчас на одну из центральных улиц. Улица красивая, улица Маштоц, по имени священника и вообще человека, кто придумал армянскую письменность, кто изобрел армянскую письменность. Вот снова машины на тротуаре. Вот так выглядит эта улица. Сейчас утро. Я специально пошел снимать утром, потому что днем и вечером здесь очень много людей. Трудно идти и снимать из-за большого количества людей. Сейчас мы уже подойдем к оперному театру, главному культурному объекту, наверное, всей Армении, и посмотрим, как он выглядит. На афишах Еревана сейчас очень много разных популярных русских, не знаю, музыкантов, поэтов, вообще представителей культуры, потому что многие не могут выступать в России, многие должны были уехать, потому что они играют неправильную музыку, и в России им не место. Поэтому многие, например, Noise MC скоро давать будет здесь концерт. Многие исполнители, музыканты вынуждены были уехать из России, и сейчас они выступают в, скажем так, в городах и в странах, где огромное количество русских, например, в Армении, в Грузии, в Сербии и так далее. А вот он, оперный театр, театр оперы и балета. Он был построен в 30-х годах, еще в советское время. И вот эта вот площадь называется площадью Свободы. Обычно здесь дети арендуют разные управляемые машинки, скутеры, и вечером здесь все катаются. Здесь просто невозможно пройти, потому что все катаются на разных маленьких машинках, мотоциклах и так далее. Но прямо от этой площади идет улица. Эта улица называется Северный проспект. По ней мы сейчас и пойдем. Это главная пешеходная улица в Ереване.
О, кстати, я вижу афишу театра оперы и балета. Давайте посмотрим, что за репертуар в этом театре. Так, вот у нас репертуар. Ромео и Джульетта, балет. Это у нас Ануш, опера. И с этой стороны что-то есть. Да, здесь у нас оба-на. Турандот, опера Пучини, друзья, премьера. Опера в 3 действиях. Тупурио принчипеса, эла туа фреда станса. Блин, кайф. А когда, кстати? Когда? 29 сентября. Эх, без шансов. В это время я уже буду далеко-далеко на другом континенте. Эх, жалко, конечно, жалко. Пойдемте посмотрим на главную пешеходную улицу, которая называется Северный проспект. Эта пешеходная улица была открыта, сделана только в 21 веке, уже в современное время, в наше, по-моему, в 2008 году. Здесь, кстати, есть такой спуск вниз, и под этой улицей находится огромное количество магазинов. Вот прямо отсюда и вот до туда все подземелье состоит из магазинов. Вообще, Ереван крайне дорогой город. Наверное, это самый дорогой город из всех, что я жил за последние 1,5 года, потому что дешевле, чем 50 евро за одну ночь, мы не смогли найти жилье. Ну, это прям, это очень дорого. А почему так дорого? Ну, потому что, как мне объясняли люди, которые давно здесь живут, первая причина – это миграция армян. Вы знаете, что армяне, очень много армян живут вне Армении, жили долгое время, но вот в последнее время они начинают возвращаться. Это первый фактор. Ну и второй фактор, конечно же, русские, которые приезжают сюда и которых здесь огромное количество. Конечно, спрос на квартиры бешеный, а предложение, ну, видимо, не такое большое. Поэтому цены летят просто вверх. Цены летят вверх. Вот. Так вот выглядит Северный проспект. Вообще, вечером и днем здесь огромное количество людей, музыканты играют на разных инструментах, кто-то поет. В общем, такой некий аналог Арбата московского. Такая улочка, которая притягивает музыкантов, вот, художников. Видите, там картины стоят. Такое довольно интересное место. Здесь в городе можно пить воду из-под крана, и более того, здесь везде находятся вот такие питьевые фонтанчики, из которых можно пить воду. Это очень удобно, потому что на улице неделю назад было 38 градусов. 38 градусов. И ну, просто днем находиться не в помещении невозможно. Поэтому эти питьевые фонтаны спасают тебе жизнь. Ты можешь попить холодной, вкусной воды. Вот. А еще момент, о котором я хотел рассказать, это безопасность. Ереван считается одним из самых безопасных городов. То есть он реально безопасный. Ты не думаешь здесь о том, что у тебя в кармане, что у тебя из кармана торчит телефон, или что у тебя кошелек лежит в кармане, или вообще, что кто-то может что-то сделать. То есть это очень крутое ощущение, что тебе не нужно об этом думать, как, например, в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе ты думаешь об этом постоянно. Ну вот, кстати, еще один пример. Нурлан Сабуров. Это известный комик российский, ну, казахского происхождения. В общем, я его не очень, честно говоря, люблю, но это как пример тех представителей культуры, которые приезжают сюда. Кстати, Ереван также является одним из самых древних городов
мира. Да, ему вот недавно исполнилось 2800 лет. 2800 лет, друзья, ничего себе! Город был основан в 8 веке, так считается. И действительно, армянский язык, он очень уникален, он сотни лет письменности, сам язык не реформировался, и он такой до сих пор в первозданном виде. Это очень интересно, потому что русский язык претерпел множество реформ за последние 200 лет, а армянский нет. И это интересно. Это не хорошо и не плохо, но это просто интересный факт. Вот здесь такая прям милая, приятная улочка, по которой приятно гулять. Вообще весь центр выглядит примерно вот так, и он реально очень, очень хорошо подходит для прогулок. Вот мы и дошли до площади. Сейчас нужно перейти дорогу, чтобы оказаться на площади Республики. Можно посмотреть на то, что предлагает музей. Посмотрите, какие интересные разные артефакты 8 века нашей эры. Вообще класс. Вот. А здесь как на камне писали в древности. Это тоже 8 век. Представляете, 8 век. Просто обалдеть. Ну и дальше тут будет множество древностей. Вот такие кресты. Армения христианская страна. Вот. Классно, правда? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Наследие Советского Союза. Ереван часто называют розовым городом. Розовый город. Видите, действительно кажется, что эти здания такого розоватого оттенка. А все дело в камне, из которого построены эти здания. Дело в том, что здесь, на территории Армении, раньше, на территории Еревана в том числе, раньше были вулканы. И вулканы после себя оставили особую горную породу, которая называется вулканический туф. Туф бывает разных оттенков. Иногда он может быть вот таким желтым, иногда более коричневым, иногда даже таким зеленоватым, иногда розовым. Все эти камни добываются здесь, в Армении, и из них строят дома, и вообще вот такие красивые музеи, такие красивые здания. На этом, друзья, на сегодня у меня все. Если вы хотите приехать в Армению, то, конечно, приезжайте, посмотрите на эту интересную страну. У меня будут еще влоги из Армении. И большинство людей здесь говорит на русском языке. Поэтому, если вы хотите поговорить на русском, то смело приезжайте сюда, смотрите и общайтесь. Всего доброго, до встречи в следующем видео. Пока!